Что за дым? Сейчас отъеду. Фу. Видать, вчера накидала, что ли, на выхлопную трубу. Надеюсь, у меня там ничего не лопнуло. Так, друзья. Все, покидаю я этот, кто он? Отель. Вот он. Слава богу, вроде все сухо. Но я подозреваю, что это коровьи какашки. Запах такой. Итак. Ё-моё, вот это вот хондовская заморочка, блин, с этим. Уже я сколько лет, 7 лет езжу, переключаю, да, вот эти режимы. И интуитивно никогда не попадаешь. То есть тебе надо сначала включить мозг, вспомнить все, где какие кнопки. И только тогда... Столица. Вот он, этот отель. Вот название. Вот. И теперь я возвращаюсь на Тет. Короче, по Тету мы пойдем в объезд Анкары. Мне он и понравился. Я думаю, все. Очевидно, я предполагаю, вот этими дорогами, такими проселочными. И вокруг Анкары обходит. И там он выходит близко к автобану. И в этом месте я пересеку и выйду на автобан и пофигачу уже туда на Босфор. Вот такой план. Ну что, ребята, все. Так и останется косоглазие. Так, смотрим. Правильно еду? Нет, неправильно. Или... Я вышел на последний участок Тета. Где-то примерно в этой стороне Анкара находится, буквально 30-40 километров. Вот, я немножечко проехал и вот выехал уже на такую проселочную дорогу. И классно. Вот. Я не уверен, что прям будет что-то прям такое грандиозное, красивое, сногсшибательное, как обычно. Вот, но это все-таки лучше, чем катить просто по асфальту. Тем более мне по пути. То есть, как бы, я сейчас, если строго говоря, двигаюсь на северо-запад. Вот так вот, на северо-запад. Туда, куда мне и надо двигаться. Естественно, скорость моего продвижения маленькая, но у меня еще есть пару дней в запасе. Сегодня мы проедем этот участок, завершим, так сказать, ТЭТ-программу. И если Бог даст, доберемся до того кемпинга на берегу Босфора. И там, я так думаю, сделаю дневку, так как сегодня пятница, завтра суббота, сделаю дневку. И, может быть, там как раз и подведем какие-то итоги предварительные. Может, поговорим о том, о сём. Вот, и, собственно говоря, закончим это мотопутешествие. Да, у меня еще останется несколько дней пути уже по Европе. Ну, там я уже записывать ничего не буду. Там будет только один автобан сплошной. Вот, я не собираюсь никуда заезжать. И буду фигачить
домой. Ну а пока понаслаждаемся последними видами. Ну классно же, а? Напоследок попылить, малеха, а? Делаем небольшой привальчик. Кстати говоря, это ведет меня уже навигатор. Я поставил въезд на автобан. Под эту я уже не пошел. Ну, он где-то совпадал тут. Я так подумал, что, короче, чтобы мне не пролететь, въезд на автобан, потому что там въезды не так частые. Вот, и вот он повел меня, видите? Еще гораздо интереснее дорогу нашел. Классно, а? Ё-моё, вот он меня повел. Фига себе. Вот это радость доставил. Да? Ведет меня по этой дороге. Класс, а? Я уже отключил эти все свои, кто они, трекшены, вернее, все поставил в стандартное положение. А тут раз, и оказывается, ух ты, придется еще включить. Ё-моё, а? Вот где ТЭТ надо прокладывать было. Ага, они ведут по этим. Я уже запарился там крутиться по этим деревням. И ладно, была бы грунтовка, да. Я бы молча радовался и все. А то обычный асфальт. Так, вот сейчас я нажимаю кнопочку один раз. И все. Я перешел в режим. Но только это если там заранее выставлено все. И, значит, вот эта фишечка, как ее назвать, стоит в нужном положении. Иначе мне ее надо привести в это окошечко, поставить, где переключать вот эти режимы. И потом только переключить режим. Вот. Ну, я заранее ставлю ее в это окошечко, эту пипочку. И потом только раз, один раз вниз. И у меня переходит в юзер. И все. Если уж совсем круто пошло, то я просто это зажимаю трекшн, обнуляю газ, и он у меня полностью отключается.
так, конечно, ну, я так думаю, надо составить отдельное видео, я так думаю. Вот. И поговорим о достоинствах и недостатках, так скажем, что классно в мотоцикле, что не очень, какие вещи. Просто, ну, подведем такой итог, может быть. Чего ты меня повел, а? Вот он, последний аккорд, а вы говорили, тет, по тету надо ехать. Вот, ё-моё, навигатору сказал, веди. И он повел. Фига себе, здесь вообще никто не ездит уже давно. Что так поступил? О, нифига себе. Каменюки пошли. О-о-о. Удружил напоследок. Класс, а? Это, ребята, я так думаю, предполагаю, конечно, ну, километров 30, ну, 20 точно я так буду сейчас трястись. Ха! Рано ты уже, так сказать, инструмент зачехлил, музыкальный свой. Давай, доставай и снова жахнем музыкой, а? Ну здорово же, а? Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась? Все, теперь уже точно все. Спасибо тебе, Гармин, за эту прекрасную дорогу, за эту музыку, музыку гор, музыку ветра. В прошлый раз я вон там ночевал, но я уже ночью почти приехал. Короче, да, кое-как допер до этого места. Я не знал, что здесь они тут все начали строить. Здесь раньше был просто такой, ну, пустырь, пляж. Вот. И я думал, встану сюда, а приехал, они тут уже стройку развели, вот эти поставили эти. Ну, в прошлом году я тут... Вот. И я тут походил на разведке. И теперь знаю, где есть такой... Как вам, ребята, местечко? Вот, короче. Вот такое местечко я выбрал. Мой стол. Тут палатку я поставил. Вот. Дело все в том, что там на ветродуе
стоит наверху, где я стал. Я знаю, здесь тишина. Жарковато, правда, ну ничего. Здесь тенек есть. В принципе, все, мотоцикл здесь стоит. Стол в моем распоряжении. Вот, сейчас вам покажу. Вот, ну, тот, кто, так сказать, я на этом месте уже в третий раз приезжаю сюда. Это пролив Босфор. Он там за моей спиной сразу. Я только что проехал мост. Вот вода какая, а. Нифига себе маслает, смотри, мельница как. Вот я говорю, ветрище, там снаружи ветер прям серьезнейший, а здесь тихо. Поэтому я стою здесь. Вот. Сейчас хожу в море, искупаюсь. Вот, и вот посмотрите, да? Что еще надо? Деревьев нет, правда, но у меня там есть крыша. Так что тенек будет, я думаю, что я как-нибудь перекантуюсь. Тем более солнце садится там, восток там. Пока там солнце выйдет, уже будет обед. Вот, так что все нормально. Вот. Где-то 200 там с копейком, ну, короче, 200 с небольшим километров до границы с Болгарией. И это так, один разок жахнуть. Вот. Удобное просто вот это место расположения, и как бы я его знаю, поэтому я сразу сюда вот чик и все. Так, ребят, вот это еще немецкая бутылочка, я еще из Германии везу. Одну я потерял, к сожалению. Вот, а эти, они очень-очень тонкие и нагреваются от кюлера, от радиатора так, что она потом здесь вот вытягивается вся такая, короче, пластик уже на грани расплавления. А это вот держит. Горелочка шикарнейшая. Дешевенькая, простая, компактная и вообще не надо ничего больше. Идеально. Друзья, доброго всем утра. Посмотрите, какое утро. Прохладненько. Чаечки жирные летают. Так хорошо, прям свежо было. Я еще тут в тени. Вот. Сейчас время уже 9 час. Вот, повалялся. Сегодня у меня день отдыха. И, так скажем, вот. Замечательное утро. Чего вам желаю всем. Сейчас попробуем сварить кофе. Не знаю, выйдет, что нет. Ночью это гюльчатай. И так, и сяк. И ко мне в палатку. Я сперва думаю, что там шебуршит кто-то. Выглянула, она там в предбанник залезла и там что-то лазит. Ну, там сумки у меня. Я только она убежала. Потом что-то жалко стало. Думаю, ладно, говорю, иди. Думаю, может, она спать там место ищет себе. Вот, ё-моё, мураши. Муравьи, вон дорогу уже протоптали. Вон туда они идут. Вчера я сюда подъехал, тоже уже палатку поставил, потом только заметил. Вот она дорога. Вот они туда под колесо переднее, и вон туда они под палатку, они там что-то таскали. Прям накатали такую автобан, прям и здесь сейчас вот работают, трудятся, да, покладая рук или ног. Мотоцикл вчера заметил, здесь вот зазор большой, дуги, а здесь, как я приложился, вот она, почти, по-моему, да, она трется там даже. А я тут разъеду, думаю, что такое скрипит что-то. Я же в этих, уши заткнуты у меня всегда. И
Сейчас попробую чуть-чуть отогнуть. Вот насчет смазчика цепи, да, вот он у меня стоит. И я к вечеру он у меня пустой. Я так в течение дня его подкручиваю, потому что в основном-то я еду по пыльным дорогам, по таким. Ну вот вчера я там, у меня масло закончилось. И вот так выглядит. Видите? То есть цепь смазана, ролики и сальники смазаны. И вот больше ничего. Видите? Ни колесо не заляпанное, ничего. Гюльчатай. Вот, еду тебе принес. Ждешь меня, да? Молодец. Никто тут не лазил. Вот, ребята, сходил в магазин. Вот это вот 20 евро. 20. Ну, не сказать, что прям уж супер это супер дорого, но, блин, и нифига не дешево. 20 евро за это вот. Вот, сейчас мы будем... А? Ну, Гюльчата, иди. 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 А. Смотри, какая вкуснятина, а? Ой, елки-палки. Ты такого, наверное, не ела, а? Отродясь. Прям с банки. Ладно, ладно, не благодари. Мурчит. Что, приятно, да? Приятно, когда за тобой ухаживают. Конечно. Вообще человеку тоже приятно, когда рядом с ним такие прекрасные создания, да? Итак, у нас праздничный обед. Что у нас тут есть? Оливочки возьмем. Потом я купил вот такую вот колбаску. Не знаю, кара. Ну, пахнет как сюджук. Айранчик. Да? И хлеб. О, хлеб, короче, просто. Друзья, вот думаю, кофе что ли сделать себе. Вроде есть не хочу, пить не хочу, спать не хочу. Лежал там. Вот поэтому я сейчас сделаю кофе себе. Я в этот раз вот такую дозу взял. И мне как раз хватило прям. Я каждый день заварил себе кружечку. Вот. Так что мне хватит. Знаете, я сейчас вот подумал, вот я как-то говорил там в одном из своего видео до отъезда, что путешествие это, мотопутешествие, это как своеобразное такое путешествие во времени. И это действительно так, я так и думаю до сих пор. Единственное, что когда я тогда в видео об этом говорил, да, я не сказал об этом, но я подумал о том, что мне непонятно, это время во время путешествия растягивается или сжимается, да? То, что оно течет иначе, это, ну, как бы, это понятно. Ежу, как говорят. Вот, но быстрее оно движется или медленней, понимаете? С одной стороны, количество событий, которые произошли, да, вот за эти, ну, скажем, 2 недели, да, вот чистого времени, 2 недели. Вот событий за 2 недели произошло так много, что вроде как, ну, вместить это в обычное время, в обычной жизни не получится, я думаю. Потому что вот 100% я уверен, да, ну, грубо говоря, сейчас бы, если я приехал, да, через пару дней приеду домой и сразу выставлю видео первое.
о моем мотопутешествии. Кто-то нажмет там, допустим, из подписчиков включит, о, чувак уже вернулся, все, давай сейчас посмотрим. То есть в его жизни зрителя, да, я без всякого этого осуждения, без всего. То есть в его жизни произошло, ну, он даже не заметил, да, ну, грубо говоря, видео не было на YouTube, вот теперь появилось все, что вот он заметил, да. А в моей жизни за эти 2 недели, грубо говоря, произошло столько событий, столько дорог, столько эмоций, столько впечатлений, столько всяких, знаете, дум, передум и всего-всего, что получается, как бы время ускорилось, что ли, растянулось. И вот тоже ломаю голову, как бы это вот, как бы дать ответ на это. Вот, но то, что оно, конечно, совсем по-другому воспринималось, это, чем в обычной жизни, это да. Тут нет никаких сомнений. Вот, но ответить на этот вопрос пока не могу. Гуль читает, ты что? Она не отходит от меня. Спала в ногах. Я это в палатке, ночью она бегала, потом она что-то успокоилась. Мне еще показалось, что она куда-то туда в ноги залезла. Потому что она в предбаннике, вот в моем, вот в этом, да, вот здесь. Вот, но она вышла, потом ушла, я видел. И потом она вот сюда, вот. Вот я тут лежу в палатке. Вот ноги мои. Читай. А? Ты что здесь делаешь? Необходимо к животным относиться как к таким созданиям, которые созданы для него. Знаете, это как, не знаю, как более такие низшие создания, которые нужно поднимать. Это задача, мне кажется, вообще человека. Приподнимать весь вот этот мир, поднимать на новый уровень. Потому что только человек является таким мостом между духовным и материальным, между небом и землей. Да? Человек способен подниматься. Вся история вот, религиозная, да, скажем так, если ее... Это возможность подняться и упасть. Да? То есть всегда человек, поднимаясь, может упасть, а падая, может упасть еще ниже. Все, ребята, закончился у меня газ. Все. Только вроде начала кипеть. И все. Ну, и ладно. Можно и сгущеночку доесть. Но будет чуть-чуть сладковато, мне кажется. У меня еще варенье есть. Все, когда-то все имеет начало и имеет конец. И путешествие, и газ в баллоне, и сгущенка. Вот только что, вот относительно жизни. Жизнь имеет начало, безусловно, но имеет ли она конец? В определенной степени да. А в определенной степени нет. Странно, да? Вот, ну, тема такая, конечно, сложная, но очень интересная. Вот, но, скажем так, важно даже, может быть, не это, а важно, как я уже говорил где-то там в начале видео, что смысл жизни в самой жизни заключается. Вот. Более того, можно даже сказать, что смысл жизни заключается не в количестве дней жизни, а в количестве жизней в этих днях. Вот. Хочу и вам всем пожелать, и себе, и своим близким, жизни в наших днях. Побольше жизни в наших днях. Вот, мне кажется, что вообще вот это наш период человеческой жизни, да, это этап, где мы учимся познавать добро и зло, да. Вот этот плод, съеденный, сорванный Евой и съеденный Адамом, он
так сказать, у нас до сих пор оскомина. И это не случайность, это не какой-то подвох или какая-то ошибка, это действительно так. И смысл жизни человека заключается в этом именно познании. То, что человек познает, тем он и наполняется в конечном итоге. К концу жизни каждый, в общем-то, покажет, чем он наполнен. Знаете, сегодня там смотрел своего любимого автора, и он рассказал такую замечательную байку. Просто, значит, постараюсь пересказать. В одном королевстве у них был такой обычай, что если умирает король, на его место выбирают первого попавшегося человека, да. Выходят, на улицу после его смерти, идут там по дороге, по какой-то там, и первого, кого встретят, тот и становится королем. Умер король, слуги, все, надо выбирать нового короля, пошли. Выходят, идут. Шли, смотрят, валяется в канаве мужик пьяный, бомж. Блин, что делать? Закон есть закон, все, давай. Его будить, он дрободан пьяный. Притаскивают его во дворец, все, помыли, очистили, перстень ему, корону. И в кровать положили спать, спит дальше. Ладно. Просыпается этот мужик. Вокруг себя посмотрел, не поймет, в чем дело, что случилось. Давай осмысливать: перстень, корона, царские палаты, все. И думает о себе: так я что, король, что ли? Или я бомж? Потом задумался, думает: слушай, может, мне сон приснился, может быть, я бомж, которому приснился сон, что он король? Или я король, которому приснился сон, что я бомж? Подумал так, думаю, не знаю. Думаю, вспомнил, перед тем, как он напился там с товарищем, они там последний стакан делили и подрались. Вспомнил про эту драку, подбежал к зеркалу, смотрит, точно синяки под глазами. Так что значит, я тогда бомж, выходит, что ли? С другой стороны, корона надета, перстень, все, как это-то объяснить? Думает, есть еще один верный способ проверить. Пойду в библиотеку, короли, они умные, все знают, все понимают. А бомж и есть, да? Пойду в библиотеку, возьму книжку, если книжку открою и прочитаю, и там пойму, то значит я король. Пошел в библиотеку, все, достает книжку, открывает, смотрит, естественно, да, посмотрел. Такой: да елки, какую-то ерунду пишут, все, вообще понаписали, вообще непонятно, что здесь, дрянь какую-то понаписали, елки. Понимаете, да? То есть, король, он король, а понятно, что в книжке написано, там, ерунду какую-то понаписали, да я даже читать ее не буду, понимаете? Я это просто к тому, что так в нашей жизни, я 55 лет прожил, и только сейчас стал только как-то, вроде более-менее нащупал это, знаете, какую-то такую жизненную основу, да. И честно скажу, потому что я там говорил в одном видео, мы все одеваем очки. Часто одеваем и ходим в этих очках. Одел, елки-палки, мир-то, смотри какой. Да, очки могут быть разные, там, политические, там, не знаю, либеральные, какие-то националистические, там, я не знаю, религиозные, какие угодно. Человек одевает и смотрит, какие ему ближе, как этому бомжу. Это в книжках все ерунда. Король я понимаю, что там написано там ерунда, да. Так и здесь, понимаете, снять надо эти очки все. И тогда я понимаю, что подойдя к зеркалу, так посмотришь, да какой я король? Какой я король нафиг? Я бомж. И это, мне кажется, первый такой шаг
на твердом основании, да, когда ты действительно подошел, снял очки, увидел, кто ты есть на самом деле, и потом начинаешь двигаться. Поэтому без этого понимания все будет как-то как на песке, ничего невозможно построить, потому что рано или поздно придется снять эти очки, и ты увидишь, что, блин, не король ты никакой. Вот. Лучше это увидеть сразу. Ну, понятно, что кому как дается и кто когда это все дело. Вот. Кто-то, возможно, кто-то и особо и в этих очках не ходит. Вполне возможно, но, как правило, вот сколько я людей встречал, как правило, всегда вот это вот. И, кстати, вот одиночные мотопутешествия, да, они в некоторой степени, ну, для меня это мотопутешествие, да, для кого-то это может быть все что угодно, рыбалка или там еще что-то, понимаете, некоторая такая вот остановка в жизни, или как бы вот, как я говорил, что выход из этого потока времени, да, ты как-то куда-то там выходишь из него, да, время движется туда, а ты остановился, да, для тебя время начало растягиваться там, да, или наоборот сжиматься. Вот я пока еще точно не могу определить это. Вот, и только тогда ты как-то сможешь сделать определенный взгляд, да. Уже так, подожди, очки снял, подожди, что-то вроде было все прямо, дорога прямая была, вот так прямо, а так смотришь, все кривое какое. Вот, и зачастую я вот сейчас на некоторые вещи смотрю тоже, блин, как это возможно было так видеть все сикость-накость. Ну, это я так расфилософствовался здесь, сижу на берегу моря. Вот, поэтому почему бы и нет? Может, кому-то будет полезно. YouTube вообще такая вещь. Мне нравится. Мне вот то, что мне в YouTube очень нравится, это пока, я не знаю, как долго это будет продолжаться, но пока есть возможность вот как-то вот это свое авторство, да, свое вот это, ну, показать. То есть ты можешь поискать и найти какую-то другую точку зрения, какой-то другой взгляд вообще совсем иной. Ну, понятно, что много и с приветом, кто-то, может быть, и на меня точно так же скажет, чувак, короче, поплыл. Вот, ну, это, тем не менее, это как раз и говорит об этом, да. Вот моя охрана, да, Гюльчатай. Все. Сейчас тут она лежала под столом, вот здесь. Подходит кот. Ну, она его не видела, я смотрю, он здесь сзади, за палаткой там. Я еще думаю, что палатку не залез. Он так вот идет. Она его как? Я аж сам вздрогнул, напугался. И за ним туда. Он от нее, она его там догнала. Я там вышел еще посмотреть. Его, короче, как... Тот все лег, все. Шерсть дыбом вот такая. И все, потом она пришла сюда, легла вот здесь на краю. Он там подошел чуть-чуть. Все, она зорко смотрела на него. Он развернулся, ушел. Все. Все, охраняет меня, никого не подпускает. Вот, баночка на завтра. Я поеду, когда открою ей баночку, скушает. И я поеду спокойненько. Вот, собрал мусор. Вот, так что все, кухню уже убрал, газ у меня кончился, завтра поэтому готовить ничего не буду, соберу палатку, все упакую и пофигачу по холодку. Вот, через час примерно сядет солнце, через 40 минут будет закат, оно уже ближется к закату. И поэтому, друзья, все, я тогда буду с вами прощаться на этом. Это была последняя серия. Это просто поразительная вещь. Вот знаете, я вот сижу сегодня целый день, так наблюдаю, смотрю, насекомые, какие-то тут эти кузнечики прыгают, куда ни глянь, везде же столько жизни, цветочки такие, сики.
Это вот там птицы большие, маленькие. Вот пошел купаться, я это самое скупался, ухожу, там вот такой краб сидит вот так вот. Ну, на мелководье на таком. Я еще так думаю, краб что ли? Или что? Пальцем так тыкаю. Вот так и сжался. Такой крабик маленький. Это поразительно просто. Просто настолько все насыщено жизнью вот это. Это же такое... Недаром говорят, что наша планета, она живая. Она реально живая. Поэтому это замечательно. Навести немножко порядка надо, конечно. Вот. И будет все нормально. Ну все, ребята, давайте всем счастья, добра, любви, удачи. Пока. Вот. Не мог не записать. Короче, где тут свет включается? Ё-моё. Ё-моё. Видели, да? Видели номерок? Что это, обои или что это? Вот, я даже в такой этот что-то номер заходить даже как-то стесняюсь. Как обормот. Хелки. Короче, это Словения. Вот. Ехал, я там задал отель такой более-менее уже на границе с Италией. Но все, не могу уже. Короче, и получается по времени я туда приеду уже в 9 часов вечера. Не факт, что там это самое. Ну, короче, свернул в первый попавшийся поворот. Все, хватит. С автобана. Поселок задал отель. Мне навигатор первый отель выставил. Я сюда приехал, вот. Короче, тут, конечно, все, блин, вообще высшего класса. Все. Такой аромат. Это вот эта фигня, что ли, тут? Или что это такое? Нет, это мусорка, ё-моё. Я думал, какой-то освежитель воздуха стоит. Тут такой аромат прям откуда-то. Вот. Что еще? Вот, посмотрите, какая. Да. Сейчас мы здесь искупаемся. А то я вчера под холодной водой мылся. Там что-то было. Надо было сказать. Думаю, ладно, под холодной водой помылся. Утром открыл, горячая бежит. Еще раз помылся. Ну, это в Сербии. Там не стал снимать. Ну, тоже отель был классный. Дядька такой добрый. Накормил меня, и все. Я ему 10 евро сунул. Не надо. Я говорю, надо, забирай. Короче, там. Вот. Еще в дорогу дал мне 2 лепешки, такие, эти котлеты. Все вот это удовольствие стоит 90 евро. Но с завтраком. То, что, короче, завтра я на завтраке наемся на минимум на 50 надо евро. Наесться. Чтобы хоть как-то. Вот что значит все-таки Европа, а? Честное слово. Вот такой душ бывал в номерах у меня, и в Турции был, и в Сербии был. Но постоянно вода, включишь чуть побольше напор, вода начинает то сюда бежать, то сюда бежать, то туда не уходит, да. Здесь просто идеально. Такой напорище был. Просто все круто. Даже до полотенца не достало. Вот эту фигню чуть не сломал. Хоть деревня. Я ее и так, и сяк. И думаю, да что такое? Начал уже отсюда вытаскивать вот здесь вот. Уже разбирать. Думаю, что за фигня? Не могу шампунь достать. А тут надо-то всего вот так вот. Раз. Нажать. Потекло. Нажать вот так чуть-чуть. Вот деревня, так деревня, точно.